На этот раз мы сделаем копию мяча из одной популярной аниме-игры в рамках небольшого соревнования с каналом Craft Station. Столкнемся с кучей сложностей, 3 раза все переделаем, но достигнем результата. Приятного просмотра! Основной элемент, то есть клинок, будет вырезан на ЧПУ из дерева, а конкретно из груши. Это не случайный выбор, так как этот материал очень стабильный, плотный и однородный, что идеально подходит для наших задач. Сперва сухую доску распускаем на 2 половины и делаем из необрезной полуобрезную доску. Теперь, когда доска помещается в фуган по ширине, равняем плоскость для удобства работы в дальнейшем. После этого снова возвращаемся к пильнику и из полуобрезной доски делаем обрезную. Такая толщина нам не нужна, поэтому за несколько проходов таким вот образом выводим заготовку в нужную толщину. После всех этих операций в финале прогоняем через рейсмус и имеем 2 идеально ровные и одинаковые заготовки, которые склеиваем между собой. А пока Андрей этим занимается, расскажу немного о проекте. Этот меч делается по мотивам игры Genshin Impact. Это красочная анимешная экшен-РПГ с открытым миром. Игра вышла на платформе PS, а также мобильных устройств под управлением операционных систем Android и iOS. Действия в ней разворачиваются в мире Тейвата, где все исповедуют религию семерых. Игра сопровождается анимационными роликами, приятной глазу графикой, глубокими персонажами, несколькими классами и хэк-н-слэш боевой системой. Когда заготовка высохла, берем вот такую 3D модель и адаптируем ее под программу ЧПУ. Делаем что-то вроде барельефной фрезеровки. Когда одна сторона готова, переворачиваем заготовку, ловим 0 и делаем то же самое с другой стороны. Следующим этапом доводим заготовку вручную при помощи дремеля и других подручных инструментов. Спустя 2 дня доводки имеем вот такой клинок, который выглядит точно как оригинал, только из дерева, пока что из дерева. Его я и покрываю сперва изолирующим грунтом, а затем белым порозаполняющим, для того чтобы довести поверхность до идеала. На белый грунт я кладу тонкий слой черной краски. Она будет играть роль проявочного слоя. Итак, как же это работает? Когда все высохло, приступаем к шлифовке. На брусок кладем наждачку и тут же видим все нюансы. Полосы, царапины, кратера и сколы. И шлифуем до того момента, пока они не пропадут.
Когда все выведено в идеал, покрываем клинок глянцевым лаком, для того чтобы снять с него слепок в дальнейшем. Остальные элементы мы хотели отлить из бронзы, чтобы максимально приблизиться к оригинальному исполнению. Для этого мы также решили сделать накладку и снять ее слепок для дальнейшей отливки. Но на этот раз решили уже использовать барельефную фрезу от CMT. Учитывая небольшую площадь обработки, это заняло чуть больше времени, но оно того стоило, так как мы получили готовую деталь, которую практически не пришлось доводить. А саму рукоять нам напечатали на 3D принтере. Выглядит она вот так. Сперва я покрываю ее прозрачным грунтом для пластика. Также его называют праймером. Это необходимая штука для того, чтобы следующие слои держались. А следующим слоем я кладу белый порозаполняющий грунт. Накладку готовлю таким же образом, как и клинок, поскольку они сделаны из одного и того же материала – груша, если кто-то забыл. Для того, чтобы сделать силиконовую форму, готовим нехитрый короб из фанеры, предварительно проклеиваем его скотчем, для того, чтобы силикон отошел без всяких сюрпризов. На все элементы наносится разделительный состав. По сути, это воск в спрее. Затем помещается в короб. На всякий случай стыки проклеиваем скотчем и готовим двухкомпонентный силикон для форм. Ссылки на все используемые материалы, как всегда, есть в описании. В процессе мы поняли, что рукоять легче силикона, и, конечно же, она начала всплывать. На быструю руку сообразили вот такой стопор, а затем долили форму до конца. Накладка и клинок заливаются силиконом точно по такой же технологии, но в два этапа, для того, чтобы получить двусоставную матрицу. Когда первый слой силикона высох, на следующий день наносим тот же разделительный состав и заливаем второй слой. В итоге, после высыхания, двухсоставная форма выглядит вот так. А красные круги – это литники, через которые мы планировали заливать смолу. А поскольку планировали, так и начали делать. Для меня это первый опыт с такими сложными заливками, поэтому на результат с первого раза я особо не рассчитывал. И, как оказалось, я был прав. Первую пробную заливку я решил замешать в порошок люминофора, для того, чтобы меч светился в темноте, прямо как в игре. В состав под названием Crystal Epoxy от Artline высыпаю пару пакетиков люминофора и немного синего красителя. Поскольку порошок делает состав мутным, по поводу пузырей я тоже особо не парился. Их не должно быть видно в толще, по крайней мере, я так думал. Заливать решили под небольшим углом, для того, чтобы смола постепенно поднималась сверху вниз и выгоняла весь воздух. Спустя 2 дня вскрываем форму и, мягко говоря, разочаровываемся в результате. Мне не понравился ни цвет, ни матовость, ни 1000 пузырей с кратерами.
Поэтому следующую заливку делаем кристально прозрачной. На этот раз уже используя смолу под названием Wood Pro. Она более жидкая и полимеризуется в течение 4 дней. За это время все пузыри должны выйти самостоятельно. Вернее, я так думал. В итоге, спустя 4 дня мы получили не кристально прозрачный меч, а просто опыт. Стало понятно, что пузыри упираются в верхний слой формы и даже под углом воздух не уходит. Но ничего, опыт — это тоже результат. Готовимся к третьей заливке. На этот раз решили заливать 2 половины отдельно и соединять после. После того, как половины высохли, соединяем их вот таким способом. Выливаем пол-литра смолы и аккуратно под углом кладем одну часть на другую, а смола будет играть роль клея. Так и получилось. Единственный минус такой технологии, так это неизбежная доводка. Ей я и занимаюсь. Убираю все лишнее, хорошенько шлифую, и спустя день работы мы имеем вот такой результат, который я покрываю глянцевым лаком. Как я и говорил, накладку и рукоять мы планировали отлить из бронзы. Но единственный мастер, который этим занимается в нашем городе, не смог вложиться в наши сроки. А ждать месяц мы не могли, так как договорились выложить видео в один день с каналом Craft Station. Поэтому решили покрыть все эти элементы золотой патиной, которая максимально подходит по цвету к оригиналу. Для того, чтобы добавить изюминку в проект, мы решили встроить в рукоять фонарик, который будет подсвечивать меч в торец. А поскольку смола отлично пропускает свет, выглядеть должно интересно. Почему именно фонарик? Потому что это готовое решение стоимостью пару долларов. И мы имеем в комплекте светодиод, кнопку, аккумулятор и разъем для подзарядки. Выглядит это вот так. А формы из силикона для этих деталей по сути делались зря. Элементы клинка, которые имеют золотой цвет, также красим патиной, и остается собрать всю конструкцию. Конечно же, это преимущественно декоративная вещь, которая должна висеть на стене, но приятно осознавать, что ее можно взять в руку и она не развалится. Напоминаю, что на канале нашего коллеги Craft Station вышел ролик по изготовлению точно такого же меча. Очень интересно ваше мнение, чей результат и подход вам понравился больше. Ссылку оставлю в описании и жду ваше мнение в комментах. Спасибо за просмотр и добра от топора.